Каждый из нас о чем-то мечтает. Почему мечтает? Потому что желание никак не хочет исполняться. Вы много раз пробовали, а может быть ничего не делали, только думали об этом. Думая об этом, вы наполняетесь радостью, но на этом все останавливается. Чем старше вы становитесь, тем реже вы пытаетесь добиться желаемого. И всю свою жизнь вы жалеете о несделанном. И надеетесь на счастливое стечение обстоятельств, которое само, без вашего участия, даст вам желаемое. Вы ходите в церковь, читаете мантры, озвучиваете аффирмации, подключаете магию, психологов. Одним словом, надеетесь, что кто-то или что-то сделает все за вас. Иногда звезды сходятся, и вы получаете это. Но очень и очень иногда. Большинство людей так и проживают жизнь, не получив желаемого. В этом видео мы разберем, что нужно сделать, чтобы ваша мечта превратилась в реальность. Я не колдун, не метафизик, не философ или психолог. Я ученый, который уже четверть века занимается изучением математической модели нервной системы. Я расскажу вам, какие принципы работы мозга вы должны соблюдать, чтобы вам захотелось не только желать, но и действовать для достижения желаемого. Мы живем исходя только из двух принципов – получить максимальное удовольствие и по возможности избежать боли. Все наши действия или бездействия определяются этими двумя желаниями. Чем больше удовольствия мы можем получить от чего-то, тем больше настойчивости мы проявляем для достижения цели. Чем больше дискомфорта или боли мы испытываем от этого же, тем меньше мы будем действовать. Чаще делать остановки. Именно соотношение удовольствия и боли от желаемого и определяются наши метания из крайности в крайность. Если мы получаем от желаемого только удовольствие, то мы быстро достигаем цели. Если при этом мы испытываем дискомфорт, то периоды активности сменяются периодами усталости и нежелания что-то делать. Чем больше дискомфорта, тем чаще и длительнее остановки на пути к вашей цели. Пока вы не остановитесь навсегда. Если исходно цель доставляла вам только дискомфорт, то вы даже не попытаетесь что-то предпринять. Вам это не нужно. Вы говорите, что хотите этого, но не делайте никаких шагов. Это не ваша цель. Она вам навязана окружением. Вас заставили думать, что вы этого хотите. Получить желаемое. Что нужно сделать для этого? Вы должны понять, чего вы действительно хотите. А как это сделать? Шаг первый. Запишите все, что вы хотите. На листочке, в тетрадке, в толстенный фолиант. Все, включая самые тайные или мелкие ваши желания. Шаг второй. Посмотрите на написанное. На каждое желание. И представьте, что это желание исполнилось. Вы почувствовали себя счастливым? По-настоящему счастливым. Ваше настроение резко улучшилось, вам захотелось получить это прямо сейчас. Если да, то это ваше искреннее желание. Если вам безразлично, то это навязанное вам желание. Вы этого в действительности не хотите. В первом случае вы испытаете счастье, во втором дискомфорт. Каков механизм образования этих ощущений, я расскажу позже в этом видео. Но чаще бывает третий вариант. Вы думаете о своем желании и испытываете двоякие чувства. Да, я этого хочу, но нет. Нет, но да. Это значит, что данное желание включает в себя оба механизма. Вы испытываете и счастье, и дискомфорт одновременно. Вы начинаете придумывать тысячи объяснений, почему вы не можете быть счастливым. Какие внешние факторы и социальные обстоятельства вам мешают? Никакие. Только этот внутренний дискомфорт, это внутренняя боль, которую вы не хотите испытывать. Именно эти желания заставляют вас жалеть о том, что мы в своей жизни не сделали. На первом этапе мы оставим только те желания, которые вызывают у вас только радость, счастье, подъем настроения. Безжалостно вычеркиваем те, которые безразличны или дискомфортны. И откладываем те, что вызывают двоякие чувства. Что делать с этой третьей группой, я расскажу в конце видео. Вы удивитесь, как мало желаний у вас осталось. Как мало желаний вызывает у вас безусловное счастье. Если из 100 написанных осталось одно, это хороший результат. Если 2, то вы везунчик. Шаг третий. Продумайте полный путь к достижению этого желания. Вам это будет несложно, ведь вы будете испытывать воодушевление от одной мысли, что вы можете получить желаемое. Каждый шаг. Вот я сейчас оторву свою задницу от дивана, до я достиг своей мечты. Максимально подробно. Если нужно, обратитесь к справочной литературе, мнению экспертов. Шаг четвертый. Подумайте над каждым шагом, который вы записали. Принесет ли он вам радость?
сделает ли он вас счастливым. Если нет, то к черту этот шаг. Замените его другим вариантом, который будет вам безусловно приятен. Либо продумайте, как этот шаг заставить сделать другого человека. Уговорить, оплатить, делегировать. Мнения экспертов и справочников сейчас не имеют никакого значения. Важно лишь одно. Делает ли этот шаг вас счастливым? Если вы испытываете хоть минимальный дискомфорт, а делать это нужно постоянно, то вы не пройдете этот путь. Вы не пройдете этот этап. Вы бросите путь, вы не получите желаемого. Возможно, у вас на это уйдет несколько дней, вечеров. Но разве цель того не заслуживает? Изменить свою жизнь так, чтобы быть всегда счастливым. 24/7. Вы можете делать это настойчиво, пунктуально в течение дня. Можете работать по 10-20 минут по вечерам. Неважно. Очень часто бывает так. Вы зависли на этом 4-м шаге. У вас не получается продумать нужные шаги так, чтобы они приносили исключительное удовольствие. Не страшно. Если удовольствие приносит ваша цель, мечта, желание, то через какое-то время, часы, дни, к вам эта схема придет сама. Ваш мозг выдаст вам ее. Как понять, что это именно та схема? В этот момент вы станете счастливы. Вы наполнитесь энергией, ваше настроение станет прекрасным, потому что весь маршрут для вас наполнен радостью. Шаг 5. Начинайте выполнять. Вам не нужно будет заставлять себя это делать. Вам не нужны будет дисциплина и тайм-менеджмент. Вы каждый день будете просыпаться счастливым от мысли о том, что вы сегодня будете этим заниматься. И каждый вечер ложиться счастливым, что завтра вы опять это будете делать. Если вы застряли, подобные мысли стали появляться реже, это значит только одно. Тот шаг, который вы сейчас делаете, доставляет вам дискомфорт. Остановитесь и подумайте, как этот шаг можно заменить или исправить. На этом этапе думайте не об аналитике дела, а о ваших ощущениях. Вы должны быть постоянно счастливы и энергичны, без использования каких-либо психостимуляторов. Я сказал для вас что-то новое? Нет. Что-то из того, что я сказал, вы знали и сами, что-то слышали от других. Но почему вы должны этому верить? Почему это должно быть правдой? Я сам плохо отношусь к вере. Мне нужны знания и доказательства. Почему я настаиваю, что эти шаги работают? Я уже сказал, что много лет изучаю работу нервной системы. Так вот, по нервам не течет упорство или лень, счастье или боль. Только электрические нервные импульсы. Чем больше электроэнергии поступает в мозг, тем больше у него энергии для работы. Тем более мы энергичны и счастливы. А каким образом энергия и счастье связаны? Наши эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Чем больше энергии, тем больше счастья. А откуда берется тот самый дискомфорт, о котором мы столько говорили? Энергия вырабатывается только рецепторами. Они превращают в нервные сигналы все виды энергии, окружающие нас. Рецепторы можно разделить на внешние и внутренние. Внешние реагируют на изменения в окружающем нас мире. Внутренние срабатывают на изменения состояния нашего организма. Но резкое, сильное изменение химико-физического состояния нашего организма мы воспринимаем как дискомфорт, как боль. То есть для того, чтобы работала наша нервная система, мы должны ощущать либо изменения окружающего мира, либо боль. Пряник и кнут. Вся вырабатываемая рецепторами энергия проходит по огромному количеству нервных волокон и связи между этими волокнами. Все вместе это образует огромные рефлекторные комплексы. То, что мы называем своим опытом, своими знаниями. Каждый раз, когда мы продумываем наши действия или что-то делаем, срабатывает наш опыт. Вот этот рефлекторный комплекс. Чтобы он включился, срабатывают рецепторы. И мы испытываем счастье или дискомфорт, в зависимости от того, какие рецепторы дают энергию. А почему мы стараемся избежать боли? Ведь это тоже энергия. Дело в том, что коэффициент полезного действия внутренних рецепторов очень мал. И после их использования всегда наступает истощение энергии. Каждый раз после испытанного дискомфорта мы испытываем усталость. Именно это истощение и заставляет нас бросить начатое и отказаться от мечты. Все перечисленные выше шаги нужны нам для того, чтобы включить только те рефлекторные комплексы, которые не содержат боли в роли источников энергии. И только в этом случае вы, безусловно, счастливы и энергичны. Но я обещал вам рассказать о том, что делать с желаниями, к которым вы испытываете двоякие чувства.
Те, которые подпитываются энергией и счастья, и боли, и внешних, и внутренних рецепторов. Исходно энергии внешних рецепторов достаточно для работы нашей нервной системы. Но в результате перенесенных травм, болезней, нервные сигналы переключаются на нервные волокна с более высоким электрическим сопротивлением. И энергии внешних рецепторов становится недостаточно. Тогда подключаются внутренние рецепторы. И мы начинаем ощущать дискомфорт. А можно ли вновь подключить нервную систему на экономное энергопотребление? Без потерь за счет высокого электрического сопротивления. Почти 20 лет назад был создан физиотерапевтический метод аудиокатарсис. Он исходно создавался для восстановления оптимальной проводимости нервных путей за счет переключения нервных импульсов на волокна с минимальным электрическим сопротивлением. Впоследствии было замечено, что этот метод действует не только на органические изменения в нашем теле, но и благотворно влияет на наше настроение. Так он преобразовался в метод аппаратной психотерапии. Все, что от вас требуется, это надеть наушники и продолжать заниматься делами, которые доставляют вам дискомфорт, которые вам неприятны, которые вы не хотите делать. Все остальное аппаратная психотерапия сделает сама. Через короткое время вы заметите, что то, что было вам неприятно, стало безразличным. Еще немного времени, и вы почувствуете, что это стало доставлять вам удовольствие. Вы скажете, а зачем мне получать от этого удовольствие? Ведь я не хочу этого делать. Вы абсолютно правы. Но только в одном случае, если вам не нужно больше этого делать. Если вы сделаете это один раз и забудете об этом навсегда, на всю оставшуюся жизнь, как дурной сон. А если вам приходится изо дня в день повторять это действие? Ведь в этом случае вы ежедневно травмируете себя. Вы испытываете физический дискомфорт. Вы выращиваете в себе болезнь, которая в конце концов вас и убьет. Вы этого хотите. Поэтому есть только два приемлемых варианта. Не делать то, что приносит вам дискомфорт и страдания, или делать это с истинным наслаждением. Именно по второму пути вас и направляет аппаратная психотерапия аудиокатарсис. Вы можете сказать, что это полная чушь, что не может такого быть. Надел наушники, стал энергичным, счастливым, успешным. Именно поэтому 5 суток после регистрации на сайте вы получаете абсолютно бесплатно. За эти 5 дней вы не станете абсолютно другим человеком, но вы увидите разницу в ваших эмоциях, в вашей энергичности, в вашей работоспособности. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Изменяйте свою жизнь к лучшему. Становитесь энергичным, успешным, здоровым человеком. Будьте счастливы.